Как умереть в старой роли, внимание внутрь, и родиться в новой, внимание наружу? Да все как обычно. Ну, все как обычно. У нас метод как бы моего проекта. Он основан на том, что вы получаете некоторые базовые знания о том, как устроена жизнь, да? Там, что у нее в приоритете, какие там законы в ней работают, как устроено тело, как устроено, ну такой как бы базовый пакет стартовых настроек. И там отдельным еще идут вектора, отдельным проектом, да? То есть это некая стартовая точка понимания всего. Это дает вам принятие и такую базовую осознанность. То есть вы оказываетесь в правильной системе координат. Для чего это происходит? Человек, он в жизни как в темной комнате, да? Если вы начнете в этой темной комнате опрашивать людей, типа, слушай, привет, расскажи мне, в каком ты пространстве, да, даете микрофон одному, он говорит, мне кажется, я во дворце, в тронном зале, да? А вы в каком пространстве? А мне кажется, я стою в бане, где свет перегорел. Хорошо, а вы в каком пространстве, да? То есть каждый имеет некое представление о том, в каком он пространстве. Вот этот базовый пакет настроек, он дан для того, чтобы вы увидели себя в реальной жизни. Вообще, что это такое, как она устроена, кто вы в ней, что она может вам дать, что не может, на что вы вправе рассчитывать, на что вы не вправе рассчитывать. Ну вот, это как бы начало, да? Это есть в тренингах у меня. Ну и это можно даже без тренингов, просто на канале на ютубе, там куча ответов на вопросы, типа вот этого, да? И это все вот штришки к этой картине мира. Значит, когда это есть понимание, как все устроено и как устроен я, тогда появляется понимание главной проблемы. Главная проблема в том, что мозги человека оторваны от тела. Например, его тело живет в мире, где там, ну, боль и удовольствие это нормально, где ранжирование это нормально, где там... Вот собака, например, видит рану на лапе у другой собаки. Рваную, неприятную, с обвисшими кусками мяса, там что-нибудь в этом роде, да? У собаки не будет отвращения никакого. Это в ее картине, ну, ее картина мира совпадает с реальной жизнью, а в реальной жизни это совершенно нормально. Но если такую же рану на собаке видит человек или на другом человеке, его может стошнить. Почему? Потому что для его тела это нормально, как и для тела собаки. Но для его головы это что-то неприятное. Понимаете? То есть голова живет в своем мире. Тело живет в своем мире, где все нормально, понимаете? Заболеть или выздороветь, жизнь, смерть. Где нет плохих и хороших людей, где реальность это нормально. Вот тело живет в мире, где реальность это нормально. А голова может жить в мире, что этот мир плохой, что с ним надо что-то там у него изменить, что все люди должны там погибнуть или еще в какой-нибудь ерунде. Понимаете? Настолько живут в разных как бы плоскостях голова и тело, что это является главной проблемой. Поэтому есть стартовая точка в виде базиса, как все устроено. Дальше есть понимание глобальной проблемы. Голова оторвана от тела. Поэтому идет комплекс упражнений на это. Когда вы возвращаетесь в тело. Дыханием, проживанием, ощущением тела целиком. Там целый набор. Медиташки всякие. Правильное представление обо всем этом. То есть это восстановление базовой целостности. Дальше идет набор знаний о том, как управлять своим внутренним миром через роли. Да? Любой целевой образ – это определенная роль. Соответственно, есть набор упражнений по включению новых ролей. Это создание целевого образа и проживание регулярное целевого образа. То есть в теле, где соединена голова с телом, мы возбуждаем новое ощущение, да, новую роль. Она всегда происходит через возбуждение определенного удовольствия, которое вы хотите прожить. Чтобы это склеенное тело, целостное, начало откликаться на эту новую роль. Если голова оторвана от тела, тело не откликается. Мозги крутят, там получается визуализация. Вот. Ну и третье направление, которое происходит, это иногда старая роль очень держит в теле. Тогда есть отдельные процедуры на то, чтобы убрать напряжение старых ролей. Человек хочет новую роль прожить, она не включается. Она не включается. Она держит. Боль старая держит. Детская какая-то, детские какие-то переживания держит.
Ну вот и все. Вот и все, что мы делаем. Так вот, если по-простому, вот это метод, к которому я пришел. То есть приходит человек, с моей точки зрения, его оптимальный путь – это загрузить себе в голову некий пакет знаний, ну, что, как бы, чтобы он оказался в реальном мире. Не в бане там и не в тронном зале, понимаете? Который он себе придумал там в своем этом шлеме. А в реальном мире увидел, как все работает, увидел свою реальную картину. После того, как он увидел свою реальную картину, он видит свою реальную проблему. Эта проблема всегда в корне упирается в то, что голова оторвана от тела. У каждого по-своему. Значит, первое, что мы делаем, мы запускаем соединение головы с телом. Там куча практик. И должно все закончиться тем, что вы ощущаете свою энергию в полной мере. Чем полнее, тем лучше. Не визуализируйте, то есть не представляете свою энергию и не проживаете свои представления, а имеете прямой контакт со своей энергией, ощущаете ее. Настолько, что можете ее направлять. Это тот самый момент, когда у вас начинает работать практика целевого образа. До этого она у людей слабо работает. Но по мере того, как склейка с телом происходит, работает все лучше. Практика целевого образа позволяет заразить это тело новым удовольствием каким-то, да? Тем, как вы хотите жить. Все, в принципе, это как бы, если говорить про минимум, это все, что надо. Но если вы пробуете, а оно не сдвигается, что-то держит, да, какой-то глубокий гвоздь очень держит, то надо усилить практику проживания тела и сделать еще отдельную практику на то, чтобы освободиться от старой роли. Но больше ничего с моей точки зрения нет. То есть есть общий контекст, точка А и точка Б. Ну и вот с этим мы работаем. И сейчас все тренинги у меня как бы, ну в принципе, они построены на этом. То есть вы проходите фундамент здоровой самооценки, там это как серьезное большое путешествие, которое вы делаете самостоятельно. Можете пройти со мной за 4 дня на обеззаряживание. Я, кстати, не понимаю, вот у нас несколько тысяч клиентов, да, причем сотни из них приходят регулярно, что-то слушают, но не приходят на этот тренинг. А у нас это как бы на данный момент самое крутое, что есть. И уже давно это самое крутое, что есть. Да? Но есть еще отдельное освобождение, но там как бы про другую эмоцию идет речь и всего про одну. А так, ну, простая вещь, вы поймите, в нашем проекте есть тренинг, где вы за 4 дня можете активировать любое состояние. Любое вообще. И я не могу понять, почему люди не пользуются этим инструментом. Ну, то есть большинство людей, я спрашиваю, они говорят, что не были и пока еще там, ну, что-то там мешает. Ну, он не дешевый, я понимаю, на самом деле, что часто мешает, он не дешевый. Но это VIP-формат, 4 дня с утра до ночи, там мое здоровье, там все наши техники, технологии и так далее, да. Вот, но дело-то в другом. То есть там законченное, как бы, там законченный продукт. Ну, то есть там законченное действие. Вот человек ползает в старом своем состоянии и не может встать. И он проводит в ползании, там, не знаю, 10 лет и не может встать. Я говорю, слушай, приходи на обеззаряжение. Я гарантированно, ну то есть я просто не закончу, пока это не произойдет. Я гарантированно помогу тебе встать. Ты встанешь, будешь стоять на своих ногах. Ну, психологически в смысле, ты найдешь свой стержень. И ты сделаешь 10 шагов первых. Вот что произойдет на тренинге. Если ты дальше будешь, у тебя будет технология еще, как мы это сделали. То есть, если ты дальше каждый день будешь вставать сам на ноги и делать первые 10 шагов, то за 40 дней ты научишься ходить. Все, ну реально все, можете больше вообще ничего не делать. Идеальный путь – это вы пришли на поиск игры, пришли на обеззаряживание, освоили все техники практики, повторяйте их 40 дней. Вы и дальше будете повторять, это надо будет и дальше повторять. Но просто дальше уже будет легко, тело будет знать, зачем оно это делает. Потому что оно познает кайф нового состояния. Стоять на своих ногах. Ну все, то есть, понимаете, у меня есть вот такая жемчужина. Любой человек может пройти через это. Поэтому, ну, я не понимаю, чем мучиться. Я серьезно не понимаю, чем мучиться. Вы можете как бы все получить одним пакетом. И это работает. Ну, то есть уже ну, много человек там прошло, не знаю. Больше 100, наверное. Это загадка для меня. Это загадка для меня. Неужели лучше ползать 10 лет, чем ну, выделить время, ну и какой-то ресурс и сделать это
Ну, прям четко, четко и плотно. Может быть, нету веры в себя, как бы, что вы это удержите. Ну, я не знаю. Если у кого-то есть ответ, то дайте мне его. Мне интересно.